Здравствуйте, это очередное гадание из цикла «Матрица судьбы». Посвящено это гадание будет вашему одиночеству. Тому одиночеству, какое вы чувствуете, ощущаете или выбираете, как позже, наверное, нам покажут карты. То есть гадание это строго тематическое, и оно обращено к тем, кто одинок, но не просто одинок, а к тем, кто страдает от этого одиночества, к тем, кто хочет что-то изменить, к тем, кто все-таки мечтает о вечной счастливой любви, о правильных парных каких-то отношениях. Много таких людей, но так судьба распорядилась. Очень многим испытывает очень многих испытывает или награждает фортуна одиночеством. А вот испытание это или это ваша добрая карма, это нам сегодня скажут карты. Поэтому будьте внимательны, определитесь сразу в самом начале, насколько это гадание, вот что называется для вас, отзывается ли вам вообще эта тема, думаете ли вы о своем одиночестве как о какой-то задаче и проблеме, которую нужно решить. И поскольку мы говорим про матрицу судьбы, главный вопрос такой мы задаем картам. Есть ли выход? Соответственно, нам нужно найти выход из матрицы. Выбираете вы свое одиночество или выбираете счастливую личную жизнь на будущее? По моим наблюдениям, как я считаю, если бы меня так спросили, я бы классифицировала одиночество по-разному, да, но два основных типа есть. Первый тип одиночества – это когда отношения вообще не завязываются, не начинаются, когда подходящие партнеры не замечают, не видят, не подходят, никто не знакомится, никто ничего не предлагает. Конечно, это очень характерно для женщин в первую очередь, потому что вот эта выжидательная позиция, она женская, надо девочке так положено сидеть и ждать, когда ее кто-то выберет, кто-то что-то предложит, позвать на свидание. Бывает такое, что как подходящие женихи, как сквозь стекло смотрят мимо вас, вас не замечают. На всех танцах, на всех дискотеках приглашают танцевать вашу подружку справа, вашу подружку слева. Потом только не вас, потом на всех женятся, всем дарят подарки, от всех детей рожают, но только вот вы остаетесь в стороне. Вот первый тип одиночества, такой, я бы сказала, это одиночество невидимки, да. Бывает такое. Кстати, я хочу пояснить, что у таких историй, да, такого одиночества невидимки, часто причина – это магия, магическое воздействие, тот самый венец безбрачия, который на вас или на ваших, кстати, предков, возможно, навесил кто-то, намеренно совершая магические пассы. И второй тип одиночества, тут он уже, не знаю, как его назвать, конфликтный, да, то есть это когда у вас отношения завязываются регулярно, постоянно что-то кипит, бурлит в личной жизни, какие-то знакомства, свидания, разговоры, планы, портреты, обмен сообщениями и так далее. Но отношения быстро сходят на нет из-за противоречий, из-за конфликтов. В общем, влюбились друг в друга, но сохранить отношения не смогли, потому что поссорились, не поняли друг друга. Кто-то сбежал, кто-то оплакивает и смотрит вслед. В общем, вот такой вот абсолютно разные два типа. Результат одинаковый. Вы одни. Но сама схема и причины вот первого одиночества и второго, вы понимаете, да? Но они в корне разные. Абсолютно. Нет, сегодня мы гадаем, мы не привязываемся именно к этим двум типам, да, хотя можно было бы на будущее разделить. Просто я предлагаю вам сейчас перед гаданием определиться все-таки, к какому вы типу относитесь. Ваше одиночество, вот оно какое. Так, матрица судьбы. Давайте начнем все-таки со старших арканов. Матрица или не матрица, определимся. Откуда ноги растут? То есть откуда взялось ваше одиночество? Там магия, не магия, карма, не карма, выбор, не выбор. Вот меня всегда вот это всегда
в любой теме самое главное. Выбираете что-то, кто-то что-то выбирает. Звезда выпадает, да? Ну, такое. Много причин у вашего одиночества. Много причин. Они очень разные по масштабам, по уровню. Мелкие, бытовые могут быть причины, и какие-то большие космические. Видите, звезда. То есть связь у вашего одиночества, как бы это оптимистично не звучало, но у вашего одиночества есть связь с космосом. Так, вот одиночество звезды. Карта звезда, это еще и одиночество звезды, знаете. Такие девушки, как звезды. То есть одиночество звезды — это когда нет подходящих, нет равных, что ли, по масштабам вам людей. Вы как звезда, к вам боятся подходить, потому что слишком красивая или слишком уверенная в себе. Может быть, да, вот в масштабе вашей жизни, в той местности, где вы живете, в том трудовом коллективе, вы такая звезда, что, в общем, никто даже не пытается дотянуться до вас. Вполне может быть. Но все-таки это не приговор, это не матрица. Это карта звезда, это, конечно же, не матрица. Шут говорит о подвижности ситуации. То есть все может качнуться в одну сторону, в другую, в любой момент. И все может поменяться. Ага. И такая вот крупная мужская фигура. Такое, знаете, начало оптимистичное вроде бы. И с другой стороны, какой-то очень значимый человек занимает вашу голову, занимает ваше сердце, все ваше внимание. И ваше одиночество на самом деле происходит из-за одного конкретного мужчины. Или, знаете, мне больше нравится, ваше одиночество посвящено какому-то одному конкретному мужчине, в которого вы, вероятно, влюбились, с которым почему-то не состоялось, расстались, но замену достойную вы найти не можете. И более на тонком уровне это может быть этот мужчина такой нереальный или недоступный образец, идеал, айдол, которого вы ищете. То есть вот очень высокая у вас планка. Звезда, император, абы кто не нужен. Соответственно, и искать, и на край земли идти, и, в общем, жертвовать и так далее. Вот. Но что это за мужская фигура? Кстати, император может быть и фигурой некоего такого мифического, мистического отца, я бы сказала, да? Это вот для девочек, которые выросли с хорошим папой, и которые потом всю жизнь маются, бедняжки, не могут по образу и подобию папиному ищут себе женихов. Естественно, не находят, потому что папа один, и папа страшно идеализирован в голове. В общем, вот так, да, то есть, по сути, какой-то выбор-то сделан уже вами. Он сделан в пользу вот некоего, не знаю, сказочного или реального мужского персонажа. Выбор ваш сделан. И вы мечтаете об этом конкретном человеке. Мечта, видите, рядом карта шут. То есть мечта ваша может быть глупая и совершенно не безосновательная. То есть это недостижимая мечта, знаете, она, вот как дурость. Просто наверняка вам ваши подружки или мама об этом уже сказали, говорили вам, да? Бросай мечтать, ничего из этого не выйдет. Вот такая вот история. Старший аркан, в принципе, знаете, уже какой-то исчерпывающий ответ нам дали, да? Может, и не продолжать гадать. Посмотрим. Испанское таро. Про ваше одиночество на данный момент. Картина вашего одиночества на данный момент. Сейчас, что было, что есть, что будет. Ага, закрывайтесь. Кто-то все-таки проявляет к вам внимание, кто-то просится, напрашивается вам там в женихи, в партнеры. От всех вы закрыты сейчас. И причем это, знаете, такая позиция у вас невысокомерная. Это не от высокомерия происходит, как многие, кстати, думают. Вот, зазвездилась, там не подъедешь. Нет. Все намного глубже. То есть вот это ваше... Конечно, выбор на одиночество, кстати, выбор временный, то есть вы примерно сами представляете, в каких временных границах, да, это все будет происходить. Вот. Он очень глубокий, хочется побыть после расставания, например, после того, как вы потеряли очень значимого
партнера, большую любовь растратили. Почему-то вот она у вас утекла сквозь пальцы. Знаете, как это бывает? Вот так, большая любовь, как подарок, такой кусок большой энергии, да, и почему-то просачивается сквозь пальцы, и ничего не остается. И поймать даже кроки не получается. Ну, все знают, как это бывает, да? Так, сейчас, на данный момент, вы сами все отложили. Вот вы для себя все отложили. Очень серьезно думаете. Не страдаете, кстати. Я сказала, что это гадание для страждущих. Но страданий я как раз здесь не вижу. Вы не страдаете. Вы как будто бы для себя очень глубоко, осознанно, философски решили, что да, будет так. Все. Я буду либо с этим человеком, ну или с этим образом вымышленным, либо пока, опять же, здесь карты правые, пока не буду ни с кем. То есть какое-то такое очень выбранное ожидание есть. Вы не торопитесь. Для вас очень важно не поторопиться. И никто не может вас поторопить. Вполне возможно, что сейчас, кстати, есть человек, у которого он с чувствами к вам. Знаете, как невеста, которой сделали предложение, и она попросила подумать 3 дня на подумать, да, а думает уже 3 года. То есть вы как-то очень нарочито, очень заметно для окружающих даже вы не торопитесь нарушить вот этот свой обет, вот это свое одиночество. Как-то нарочито, знаете, то есть вы очень затягиваете всю эту историю. Все отложили, всех отодвинули. Ну, так скажем, не безнадежные карты, по крайней мере, черной магии. Смотрите, черной магии я не вижу, хотел сказать, а с другой стороны, посмотрите, вот в этой колоде испанское таро, карта мир. Вот это вам фигура, да? Вот эта фигура, она вам ничего не напоминает, да? Это же веночек, это же венец, венец, правда? Венец безбрачия, но карта переворачивается, то есть венец либо неполноценный, либо действительно, который вы сами на себя случайно надели. Вроде бы примерить хотели, да, как в магазине, шапку, шляпу какую-то. А надели, и вроде бы это и осталось на вас зачем-то. И вы зачем-то его купили, эту шляпку. И зачем-то носите и ходите в ней. Венец, видите, немножко отсылка, но это выбранно, это вы так хотите. Вам нравится. Может быть, вам кажется, что он вам идет, этот венец безбрачия. Кстати, он многим идет. Что-то из прошлой кармы мы увидим здесь или нет? У нас, конечно, ну, сильно вы разочарованы в любви, в любовных отношениях, может быть, в брачных отношениях. Ничего. Видите, в прошлом было скучно у вас в любви. Не было драмы. Не было большой потери. Нет. Это не посттравматический синдром у вас. Это не длительная там психотравма, да, которая вот тоже, кстати, часто приводит к этому, что люди закрываются от отношений. Нет, вам просто было скучно. Просто было скучно. С конкретным партнером, например, в браке. Маленькие разочарования каждый день. То есть этот человек не принес вам потери и горя, но он приносил вам маленькие разочарования каждый день. По чуть-чуть в клювике приносил одну маленькую слезку, за которую даже и стыдно было претензии предъявлять. Все вам говорили: хороший парень, хороший муж, но вы каждый день разочаровывались. И каждый день фрустрация была именно от скучания, хотя парень действительно был хороший в прошлом. Дружба, бесстрастность, хотя и доверие, хотя и хорошее взаимопонимание здесь у вас есть, безусловно. Причем, знаете, здесь конкретную фигуру мужскую карты даже не показывают, не называют. То есть вот это скучание, разочарованность, более приятельство, нежели страсть. Это было, возможно, со многими, с несколькими. Ну или вообще со всеми так получалось, понимаете, да?
Это не один человек, который вам разбил сердце. Это коллектив, который в разное время по чуть-чуть заставляли вас с ними скучать. И все. Любовь убивает, да. Любовь, скука убивает в первую очередь. На данный момент, ну, на прошлое посмотрим. Теперь, на будущее, да, на прошлое. Нам не нужен здесь много карт, я думаю, будущее. Простое, непростое. От мечты. Вот видите, с этого шута, с которого мы начали, от мечты. Но ваша мечта об одном конкретном человеке, что говорят карты? Сама собой не исполнится. Вот звучит как приговор немножко. Но, может быть, пришло время снимать маски, избавляться от каких-то ненужных расчетов, от каких-то мечтаний. Видите? То есть вам придется от вот этой вот глупости своей в любви, наивности, да? Потому что если шут описывает заблуждение, в том числе любовное, то это будет заблуждение очень большое. Знаете, такое прям великое, заметное всем-всем. Когда все прям в шоке, а вы, конечно, не понимаете. И те планы, которые, вот те планы, ставки на будущую личную жизнь, которые у вас есть теперь, от них придется отказаться. Они несостоятельны, судьба не поможет. Судьба скорее вас разведет. Судьба придумает для вас даже какие-то фактические преграды, да, чтобы вы с этой любовью не сошлись. Ну, например, какая-то внезапная, драматическая и, кажется, ненужная дорога. Разъехались люди, разминулись в этой жизни. Не могу, опять же, сказать, что это плохие карты, но здесь такой вопиющий совет все-таки идет для вас. Великое заблуждение у вас есть сейчас, ожидания. Как правило, они, да, связаны с одним конкретным человеком. Чем легче вы эти ожидания бросите, чем быстрее и вы согласитесь от этого отказаться и вот уйти, знаете, уйти от ситуации затяжной, из этого ожидания, да, тем, конечно же, вам будет легче, тем легче вы соберетесь и выберите, ну, что-то для себя конструктивное. Я не говорю, что это обязательно будет там большое счастье, потому что мы до этого еще не дошли. Каков ваш выбор? Мы до слова матрица дошли сейчас, исследовали ситуацию на данный момент. Матрица, не матрица. Насколько вы выбираете ваше будущее. И потом, как варианты будущего вашего посмотрим. Насколько вы выбираете, насколько вы можете влиять на это ваше одиночество или нет. Да, можете влиять, очень даже можете влиять. Особенно, смотрите, одни пентакли выпадают. Одни пентакли выпадают. То есть все в ваших руках, причем у вас так много ресурсов. Пентакли — это масть ресурсов, и об этом карты говорят. То есть вы, во-первых, надо понимать, что вы не находитесь в ситуации вот острого выбора, когда прям надо завтра дать ответ. С тем буду, с этим, от этому откажу. Нет. Карты очень инертные. У вас все есть в этой жизни. Смотрите, какие жирные пентакли. Есть свое жилье, да, квартира, свой замок, пещерка своя, есть доход, есть вообще интересные дела, которые приносят прибыль. И вы вот на этих позициях самодостаточной, самостоятельной женщины, ну, честно говоря, можете ждать нового молодого мужа бесконечно, потому что у вас нет вот этой вот острой потребности. И, конечно, вы с этими своими пентаклями ждете себе в пару тоже человека не с пустыми руками. Вы смотрите на любовь и на отношения очень практично, ожидаете конкретную материальную выгоду от этого. Так что вполне возможно, что вот мужчина-то, о котором вы мечтаете, которого вы для себя загадали, он просто очень сильно богатый. Поэтому вы от него и не можете отказаться, как от той самой хрустальной мечты.
Поэтому, безусловно, вы, ну не то чтобы вы выбираете или влияете на ситуацию с вашим одиночеством, вы скорее так, можете бесконечно долго ждать, находиться вот в данной точке, бесконечно долго ждать шансов судьбы, матрицы, какого-то прямо специального приговора на одиночество. Нет, я повторяюсь, совершенно нет таких карт, то есть матрицы. Вы не то, что из нее там вышли, вы в ней не были, наверное, так скажем. Очень много у вас занятий, есть чему посвящать жизнь, карьера, просто социальная какая-то такая жизнь. Характер непростой. Вы не готовы, кого попало. Опять же, я скажу, не то, что кого попало, а не готовы легко впустить в жизнь никого человека. То есть у вас, вы немножко такая ощетинившись стоит, ощетинились, это так называется. То есть еще никто не подошел, а вы уже вперед какую-то условную рапиру выставили, да, чтобы уже уколоть и как-то человека подержать на расстоянии. Можете за себя постоять, опять же, ни о каком одиночестве по матрице, по судьбе здесь речи нет абсолютно. Все в ваших руках. Хоть, знаете, вот как только надумаете, вы прям вот богиня, волшебница, фея в своей жизни. Как только надумаете, взмахнете волшебной палочкой, и все, ваше одиночество развеется и рассеется абсолютно без следа. Возьмете счастье. То есть вы вот прям вот в тот день, когда вы решите быть не одна, так скажем, в тот день все прояснится, все станет на свои места, все получится. Да, вот это ваше сделанное счастье в личной жизни, или сделанное, или выбранное, давайте так скажем, оно тоже будет немножко иллюзорным, оно тоже будет немножко придумано. Это как, ну, такой свой сценарий, как немножко тоже кино. Но тем не менее, оно будет. И еще мне интересен альтернативный сценарий будущего. То есть сейчас мы про ваш выбор, про вашу матрицу, про карму поговорили. И я поменяла карты. Посмотрите, какая колода интересная. Альтернативный сценарий. Нет, дайте мне вернуться. Я вот этого не поняла момента. Подождите. Давайте сюда еще карту достанем. Это какой-то конкретный человек, что ли, на которого вы должны обратить внимание? Или это неограниченный круг потенциальных женихов, что ли? Да, вот видите, карты все-таки говорят. Опять же, нету четкого мужского портрета конкретного. Может быть, потом позже будет. То же самое карты подтверждают. Прямо вот в один прекрасный день, одним днем конец вашему одиночеству. И вы это сделаете сами. Но, может быть, вы поняли, карта к вам обращается, может быть, вы поняли и догадались, что это за совет для вас, что это за предсказание. И посмотрим сейчас. Альтернативный сценарий будущего. Ваше будущее в личной жизни. Посмотрим. Опять королева Пентаклей. Посмотрите. Ну, вы очень практично смотрите на эту тему. Очень практично смотрите вообще, в принципе, на тему личной жизни. Вам не так просто к вашему сердцу подобраться, потому что вы все-таки, у вас голова преобладает. Смотрите, деловая женщина, очень знаете себе цену. Все королевы, 3 королевы выпадают. Вы в фокусе собственного внимания. Это немножко отдает эгоизмом, конечно, но вы себе очень цену знаете, конечно. И готовы от каких-то неправомерных приставаний, да, вы готовы себя защищать. 50 жезлов. Видите, какие-то карты очень
деловые, карьерные выпадают. Вполне возможно, что вот вы рады, что вам карьера сейчас заменяет, например, ту же самую личную жизнь. Сценарий будущего. Ну, конечно, королева Пентакли обещает вам брак. Счастливая личная жизнь, замужество, полная семья, то есть полный такой бюджет. А вот и король появился. Посмотрите, как, в общем-то, просто все. Видите, у вас есть альтернативный сценарий будущего. Альтернативный, почему я говорю, который вот вне вашего выбора, вне вашего влияния, вне вашей инициативы. Посмотрите, да? Действительно, роль жены, семейная жизнь. Достаточно, кстати, роль это будет сложная, это может быть по-разному трактоваться, с разными вещами связано. Брак официальный, ну, достаток дома, я бы сказала. Ну, из того, что заслуживает особого внимания, это король мечей, портрет мужчины. Либо воздушной масти, если мы привязываемся к знаку зодиака, да, близнецы, весы, или водолей, либо это указание может быть. Вот, кстати, карты Таро имеют же очень примитивные, даже утилитарные значения. Король мечей — это военный, например, полицейский, человек, связанный с казной, с казенными какими-то делами, человек с должностью начальник, например, или еще король мечей — это мужчина с, иногда говорят, дурным или ссорным характером. Ну вы же такого, в общем-то, и хотели же, правда, себе, чтобы он был не сильно, не очень-то простой. Так. Кто это? Брак этот будет у вас, видите, по большой любви, то есть и ваша любовь здесь присутствует тоже. И, опять же, императрица, такое сочетание любви и денег в одном месте. И поменяет этот брак вашу жизнь очень-очень в лучшую сторону, лучшую в материальном, опять же, смысле. Ну, вот так же, как вы это ждете. И вот этот мужчина будет вас очень превозносить, как вот говорили раньше, он ее носил на руках, то есть будет вас, ну, у вас получится, в общем, создать собственную большую ценность в этих отношениях. В первую очередь, конечно, за счет его чувств таких, за счет его положения, позиции. От четверки кубков мы все-таки четверочки, да, никуда не уйдем. То есть вот это вот какая-то скучность. Может быть, вас любят, а вы только позволяете себя любить. Поэтому есть какая-то скучность для вас в этой истории. Ну ладно, здесь пусть будет. То есть, вероятно, это у вас уже заложено в характере. Король мечей, паш мечей. То есть масть все-таки мечей и стихии воздуха у нас подтверждаются. Обращайте внимание, правда, на мужчин, которые под воздушными знаками родились. Очень интеллектуально сильный будет союз. То есть вам с этим человеком будет о чем поговорить. Такая связь на уровне мозгов заметная тоже будет. Ну что ж, вот видите, мы про одиночество, мы про венец безбрачия, а здесь ничего такого нет. Да, временно вы выбрали для себя эту историю, но в ваших же силах это все очень легко прекратить. Да даже если вы не будете торопить события, не будете ничего выбирать, то все равно, видите, все равно в любом случае ждет вас вот эта вот насыщенная история, вот этот вот брак. История эта не лишена, опять же, какой-то драматической нотки. Никто не обещал, что будет легко, но, тем не менее, одиночество ваше прекратится. И, наверное, вот эта новая парная жизнь принесет новые вопросы и новые мечты, и новые проблемы, но это будет
совсем другая история. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, когда, да, вот описанное, предсказанное картами, когда случится. Могу вас заверить, сильно далеко, скажем, вот в общих гаданиях карты не видят, например, на 10 лет, на 20 лет. То есть это не через большой срок это все случится, это какое-то обозримое будущее, безусловно, для вас. Но в пределах 2 лет, хотя, как правило, описанное картами исполняется даже скорее, за полгода, может быть, в течение года. Я вам желаю не расстраиваться, если вы одиноки и страдаете от этого, потому что будущие перспективы ваши, романтические, семейные даже, прекрасные. Спасибо.